Привет, меня зовут Виталий Рабенчук, я родился и вырос в Молдове в городе Бельц. Как и все дети из советского периода, я учился, служил в армии, а в перестроечные времена работал в кооперативе в сфере развлечений. Примерно в 2003 году я стал работать в программах снижения вреда. В 2010 году на самой первой встрече ИСУН я понял, что на уязвимость сообщества невозможно влиять без отстаивания и защиты своих прав. И именно тогда, я думаю, началась моя правозащитная деятельность. Каждый третий человек в местах лишения свободы имеет опыт употребления наркотиков. И когда человек находится в местах лишения свободы, мы продолжаем его поддерживать. Когда в прошлом году ИСУН объявил о том, что он может поддержать такие проекты, мы, конечно, воспользовались этой возможностью. Во время нашей работы мы документируем случаи нарушения прав человека, ведем юридические кейсы на восстановление справедливости. Этот проект в первую очередь дает нам возможность узнать и задокументировать всю ту несправедливость, которая существует в местах лишения свободы. Второе – это оказать юридическую поддержку и сопровождение для наших людей. И третье – это решить те ситуации, которые сегодня существуют, и изменить их к лучшему, изменить саму систему. Когда мы увидели, что наши власти не намерены ничего предпринимать с переполненностью в местах лишения свободы в связи с коронавирусом, по примеру европейских стран, то мы сделали акцент на новом правозащитном механизме, который предусматривает компенсацию, если человек находился в унижающих и нечеловеческих условиях. На сегодняшний день у нас есть два успешных случая. 2 человека были освобождены. Одному компенсировали 250 дней, а другому 120 и 16 тысяч лей. Когда мы сделали обращение к нашим властям, чтобы взять пример с европейских прогрессивных стран, чтобы снизить тюремное население, то из ответа мы поняли, насколько недальновидны, непрофессиональны и циничны наши власти. В своем ответе они нам сказали о том, что это нецелесообразно, что это может навредить национальной безопасности. Чтобы изменить ситуацию, в первую очередь мы думаем, что необходимо работать над тем, чтобы люди не попадали в места лишения свободы и не были наказаны за сам факт употребления или за наличие веществ для личного употребления. Второе – это то, что, находясь в местах лишения свободы, человек должен иметь доступ к качественным медицинским услугам. И Министерство здравоохранения должно взять эти услуги под свой контроль в пенитенциарной системе. Надо ликвидировать адвокатскую монополию для того, чтобы создать здоровую конкуренцию для правозащитников.